Ходи нормально. А это вообще как? Вы можете рассказать, как это? Все-таки нас очень часто судят по внешности. Человек весь такой кривой, перекошенный, значит, он ничего не соображает. Таким вроде бы не убьешь. Что это такое? Да. Убить не убьешь, но тем не менее все равно это оружие. Не оправдывайся инвалидностью. Она не оправдывает вообще ни разу. Используй возможности и меньше бойся. Твои страхи очень часто надуманы. Светлана, вы сами написали к нам в фонд, и спасибо вам за это огромное, предложили стать героиней проекта. Почему? Чем захотелось поделиться? Мне просто захотелось рассказать, что есть современный мечевой бой, то есть вид фехтования, вид контактного единоборства для людей с инвалидностью. Захотелось поделиться и рассказать, что есть такое, что этим тоже можно заниматься, и что никогда не поздно начать, потому что я, например, пришла в 27 лет. Да, и вот сейчас уже примерно 4,5 года я этим занимаюсь активно. Угу. А вам в каком возрасте диагноз ДЦП поставили? Мне поставили примерно в 2 года. Я знаю по маминым рассказам, да, что я родилась преждевременно. Угу. Соответственно, там... А насколько раньше срока? 7-месячный. Угу. Вот. То есть там было долгий период без кислорода, гипоксия, соответственно, из-за этого пострадал мозг. Вот. Но, тем не менее, маме говорили, что да, в целом все хорошо, там ребенок развивается, все нормально, скоро пойдет. Никто ей не говорил, что, скорее всего, у вас ребенок будет с инвалидностью. В итоге получилось, что да, я пошла в том числе самостоятельно, тоже примерно в 2 года, наверное. Но тем не менее, пошла неправильно. Один из неврологов все-таки маме сказал, что, знаете, похоже, у вашего ребенка детский церебральный паралич. Первый вопрос у меня о главном инструменте, о главном оружии в СМБ, в современном мечевом бою. Как правильно назвать меч? Это имитатор спортивного меча, либо тимбара. Тимбара? Да. В чем его особенности? Что его отличает от настоящего меча? Визуально я вижу, таким вроде бы не убьешь. Что это такое? Убить не убьешь, но тем не менее все равно это оружие. То есть поэтому и тренировки, и турниры, и соревнования проходят только в снаряжении, в мягком, безопасном. Там трубка пластиковая, которая обернута мягким материалом для гуманизации. Современные мечевые бои адаптированы для детей от 3 лет. И до самого позднего возраста, взрослого. То есть вообще нет границы верхней? В любом возрасте можно прийти? Нет ни нижней, ни верхней границы. Относительно молодой вид спорта для России, для современной России. Создана Федерация современного мечевого боя 10 лет назад, как раз в этом году 10 лет. То есть можно сказать, что история этого... вида фехтования, вида единоборства. 10 лет всего. Да. В России. А она, собственно, в России придумана. То есть это пришло, пришло от ролевиков, от ролевых игр, этого всего. В итоге, Мария Давыдова, президент Федерации, которая это все и создала, все это структурировала, организовала. То есть от нее пошли первые версии правил. Соответственно, она и продолжает это все развивать. Но официально, как сказать корректно, в государственном реестре видов спорта его пока нет. Но работа над этим ведется, и скоро он уже появится в государственном реестре видов спорта. С какими стереотипами сталкивались по поводу мечевого боя? И ножевого, может быть. Потому что это не каждый второй и не каждый пятый знает, что это такое. Со спортивным ножевым боем часто это направление воспринимается как нечто маргинальное,
нечто связанное с криминалом, но это далеко не так. Здесь нет задачи физического устранения соперника. И задача спортивного превосходства на нем. Да. Высекающий. Смотри, высекающий будет вот так. Да. А если потребуется кончиком стартовать, быстро потянуться, получится вот так. Второй же. С какими странными, я не знаю, вопросами, реакциями вы сталкивались, когда вы говорите людям: я занимаюсь мечевым боем? Или, не знаю, в транспорте с мечом едете? Да. Такое было? Бывает, что спрашивают, это у вас холодное оружие? Я говорю, очень холодное. Вот, ну, например. А так, основной стереотип, конечно, ну ты же девочка. Куда тебе? Ты же девочка, тебе там, ну даже если там, вот, в средние века тоже там от девушки типа сидели, вышивали, еще что-то. Я говорю, вышивать я тоже умею, но это тоже, ну, типа... Ну и это в жизни пригодится. Да. Ну, у вас, можно сказать, легкая, да, форма ДЦП по сравнению с другими. У меня вообще первый уровень, то есть самый легкий, потому что я могу ходить везде, не только по ровной местности, там без опоры самостоятельно. На это повлияли мамины усилия? Тут все вместе. В принципе, неизвестно у каждого там человека с ДЦП, да, насколько ему повезло, не повезло, насколько мозг был поражен, да, и насколько мозг потом сумел восстановиться, потому что, в принципе, мозг у новорожденных детей, у маленьких, он очень пластичен и может восстановиться, если заниматься особенно. Но также я думаю, что если бы меня не лечили, не гипсовали в детстве, как бы вот этого всего не было, то, наверное, было бы хуже. Плюс, помимо лечения, это всегда был, ну, либо физкультура какая-то, потом лет с 12, с 13 появился спорт. То есть спорт был всегда. Пошли в обычную школу? Да, в обычную абсолютно. Я знаю, что маме предлагали, чтобы меня отправить куда-то в школу для детей. Кто предлагал? А какая-то была комиссия, я сама не помню. И ей говорили, что, может быть, девочку там в школу для опорно-двигательного аппарата, типа безопаснее, аккуратнее, там все такое. Вот. А мама сказала, нет, мозги нормальные, пойдет в обычную. Все. Со сверстниками нормально складывались отношения? Да, по-всякому. То есть как были и друзья, были и те, кто дразнил. То есть, ну, как у всех. Вы производите впечатление человека абсолютно незакомплексованного, активного, такого открытого к общению. Да, я думаю, что на меня очень сильно повлияло фехтование. И в целом спорт, конечно, помог, да, но мечевой бой еще сильнее, еще явнее, потому что, во-первых, ты выходишь биться, да, ты один на один с человеком, тебе, в общем-то, нужно соображать быстро, взаимодействовать в любом случае, да, как-то отвечать, реагировать. Света, расскажите, как школу окончили? Ну, училась я хорошо. Дальше понятно, что надо было куда-то поступать. Я очень долго сомневалась. В итоге как-то так решила, что поступила в Московский инженерно-физический институт на специальность финансово-экономическая безопасность. Работу легко было найти после института? К сожалению, нет. Да, это как у всех. Да, потому что, да, новичок, как бы, ну, может быть, с инвалидностью. Но без работы не остались? В итоге, да. Я как сложилось участвовала в конкурсе «Путь к карьере». Вот, и там меня туда отобрали, собственно, среди, по-моему, 15 финалистов. Нас учили, готовили, там, как себя подавать, как составлять резюме, как взаимодействовать. Там было собеседование с несколькими компаниями, но они сами выбирали, с кем они из финалистов хотят. И одна из них мне предложила работу ассистент по клиническим исследованиям, но это не лаборатория, не больница, ничего. То есть это именно как в офисе, опять же. Ну, это тоже важная часть работы. Конечно, сколько лет отработались там? Там я работала, наверное, 4 года. Я там была. Вот, там все, в принципе, и отношения, и взаимодействие, как бы все было хорошо. Но я уже понимала, что это не мое. Там хотелось развиваться. Да, монотонно.
одинаково, то есть как-то вот и понимаешь, что уже все, хочется чего-то другого. И я решилась, и в какой-то момент я уволилась, в общем-то, в никуда. В итоге я узнала про проект Everland инклюзивный, который удаленно трудоустраивает людей с разной инвалидностью, причем самый тяжелый тоже, и из разных регионов России, из стран СНГ. Вот. Я туда пришла и как бы заполнила заявку, да, что вот хочу так-то, хочу в направлении контент, хотя опыта нет. И в итоге какую Вот. позицию вы заняли? В итоге я занимаюсь сейчас в направлении пиар больше, немного в направлении контент. Ну, вы довольны таким Да. развитием карьеры? Да, мне интересно, мне как бы нравится то, что я делаю. Тут нет такого, и меня это очень радует, что люди с инвалидностью, сделают тяп-ляп, да неважно, у них же инвалидность. Нет. Тут идет четко, что человек с инвалидностью может быть профи. Если ты делаешь хорошо. Чтобы это не выглядело как бы по-инвалидски, скажем, вот как-то так. Среди людей с инвалидностью, неважно с какой, встречается такое мнение, что я же инвалид, мне все должны. На самом деле это раздражает не только здоровых людей, условно здоровых, но и самих людей с инвалидностью. Потому что, а с чего тебе должны? Как бы, хорошо, да, у тебя инвалидность, тебе там платят пенсию, у тебя есть какие-то льготы. Но в целом-то, в остальном, почему тебе все должны? И, соответственно, люди без инвалидности, здоровые, чаще встречают таких. Бывает сложно доказать, что не все инвалиды так думают, не все так считают, и как бы, что ты не такой. Например, не знаю, если это какая-то тяжелая инвалидность, ты не можешь работать целый день даже из дома. Хорошо, тогда ты будешь работать, не знаю, полдня, при этом получать меньше, но ты будешь качественно это делать. Потому что если ты работаешь, если ты что-то, ты уже делай нормально, делай хорошо и не оправдывайся инвалидностью. Она не оправдывает вообще ни разу. А ножевой бой чем зацепил? Мне просто стало интересно попробовать, а получится или не получится. Я написала тренеру, что вот так и так. Я не скрывала, я сразу написала, что есть диагноз. Пообщались, он сказал, нож в руках держать можешь, давай попробуем. Вот так у нас, как корректно назвать? Имитация ножа. Это имитация ножа, спортивный нож. Он, наверное, абсолютно не травмоопасен. По большей части, да. Ребро сломать можно, но надо очень сильно постараться. Это исключительные случаи. Наверное, раз в год такое может случиться на всей территории, на всем пространстве спортивно-ножевого боя в России. Вот наблюдая за тренировкой, я смотрела, что вроде нет стремления прям действительно проткнуть. Если мы будем соревноваться, кто кого проткнет, это будет не очень это будет уголовное дело. Эффективно для воспитания учеников, потому что ученики быстро закончатся. На соревнованиях, конечно, бой уже идет вплоть до контакта, есть задача причинить боль противнику, чтобы он побоялся наносить ответные удары. Но в целом задача спортивного соревновательного поединка – это набор баллов. Вы сказали, СМБ, мечевой бой и ножевой сделали вас более уверенной, а вот физически каких результатов добились? Как ни странно, но у меня там тоже этот стереотип где-то сидел, который довольно часто есть, что после 18 лет ДЦП ты уже ничего не сделаешь. У меня, например, получилось, что очень сильно прокачалось равновесие. Координация. Потому что в мечевом бое, это щит-меч, обе руки работают. Причем они работают в разные стороны. Да, они работают в разные стороны. То есть ты как бы одной рукой защищаешься, второй в этот момент наносишь удар. Тебе приходится координировать, хочешь не хочешь. В целом понимание себя в пространстве это одно из слабых мест человека с ДЦП. Да, оно очень хорошо улучшилось. Оно очень хорошо проявилось, скажем так. Вы стали не просто спортсменкой, участницей тренировок, членом федерации, но и заняли важную роль, должность в этой структуре. Что в вашей зоне ответственности? Сейчас, если говорить про клуб «Авангард», где я занимаюсь,
то в моей зоне ответственности, собственно, я куратор инклюзивного направления, инклюзивной группы. Это там набор людей, это информирование, вот рассказ, собственно, с вашей помощью в том числе, да, с помощью фонда, что есть такое. А в федерации? В Федерации современного мечевого боя, в общем-то, я участвую как боец на соревнованиях. Я инструктор Федерации современного мечевого боя, поэтому в том числе я как бы могу, если что, заменить тренера. Понятно, что полностью я не заменю, но если вдруг я также судья Федерации современного мечевого боя. Какие бы стереотипы в отношении людей с ДЦП вам бы хотелось опровергнуть? Ну, во-первых, что все-таки нас очень часто судят по внешности, а внешность при ДЦП действительно может вызывать, вызывать мысль, что человек весь такой кривой, перекошенный, да, он там, значит, он ничего не соображает. Это далеко не так. Есть еще стереотип, что людей с ДЦП, которые там ходят сами, все равно видно, что шатаются и как-то не так, могут принять за пьяного, могут принять за наркомана. Бывает где-то, что да ты туда не дойдешь, например, или там какая-то, где-то куда-то пойти, там, ты не сможешь, ты не это. А я знаю, что, в общем-то, я способна ходить долго, да, могу там подниматься где-то, и, в общем, это тоже приходится доказывать. Ну, это не мамины, как я понимаю, слова. Ты не дойдешь, не сможешь. Нет, мама Мама-то наоборот, как раз-таки учила самостоятельности. Расскажите. Да, мама, наоборот, всегда поддерживала. То есть у нее было, что, такое случилось, значит, мы вот так живем дальше. В подростковом возрасте, наверное, где-то, мои 14-15, да, вот как-то так. У нее было, что ненавязчиво, но тем не менее, что тебе дальше жить самой. Вот, у тебя там будет, не будет своя семья, но так или иначе ты будешь жить отдельно от нас, да, вот, и поэтому там давай, если что-то выяснить, позвони сама, я тебе подскажу, что, куда и как, действуй сама, иди сама. Не обижала? Обижала. Тогда обижала, конечно, потому что, мне страшно, вот, мне там я боюсь, вот, я не знаю, что говорить, я там не понимаю, как. Потом я поняла, что, конечно, она была права. Вот. Еще из того, что мама делала такого для самостоятельности, это где-то с 5 класса я сама ездила в школу на автобусе. Она стала отпускать на занятия верховой ездой, которые были далеко от дома. То есть это надо было и на автобусе, и на метро, там с пересадкой, в общем, действительно далеко. Как-то рассказывала, что да, ей было страшно отпускать, но она понимала, что необходимо. За что я, конечно, очень благодарна, потому что момент гиперопеки, он очень сильно выражен у детей с ДЦП. Но тут момент такой, что родителям, когда ребенок делает что-то криво, медленно, там одевается или что-то еще, да, или собирает свои вещи, как там портфель в школу, им проще делать самим, им быстрее делать самим, чем дождаться, пока это делает ребенок. И когда у ребенка, а потом у взрослого нет навыка действовать самостоятельно, это очень сильно аукается во взрослой жизни. Это ему сложнее взаимодействовать в институте, ему сложнее, в принципе, общаться, ему сложнее найти работу и работать. И подумай еще раз про победу. Прям можешь голову чуть. О, отлично. Ой, прекрасно. Ага. Очень красиво получается. Мне нравится. Офигеть. Правда? Мне очень нравится. Правда. Вы хотели еще упомянуть про такой триггер «ходи ровно». Да, это очень большой триггер. Дети с ДЦП слышат, те, которые могут ходить, чаще всего слышат 3 фразы. «Наступай на пятку», потому что чаще всего мы нога на носочках, да, «ходи ровно» или «нормально», «ходи красиво». И с какого-то момента, когда ты уже понимаешь, когда ты уже там сознателен, вообще-то на пятку я не могу наступать, просто потому что не могу. Когда я иду, а не потому что я делаю это вам назло, ходи нормально. А это вообще как? Вы можете рассказать, как это? Вообще-то нормально. Для меня
это вот так, как я хожу. А то, что у вас у всех по-другому, ну, извините. Ну, там, как бы, не нравится, не смотрите, да, и так далее. Вот, это, конечно, там уже шутка. Очень сложно, потому что нужно контролировать то, что ты, в принципе, контролируешь плохо. Вот. Потому, ну, как ДЦП, это же, если очень условно, что от мозга не везде импульсы нейроны, да, доходят до мышц, где-то доходят неправильно, куда-то они, в принципе, не доходят, да, зависит от поражения. Соответственно, конечно, где-то в какой-то непривычной обстановке, стрессовой обстановке оно проявляется сильнее, просто с возрастом учишься это контролировать как-то и дыханием, фразами сам себе, иногда еще... Например? Ну, у каждого свое. А да. у вас что? У Какая меня фраза? могу там как-то полушутя, что да, там никто не съест, ничего страшного. Вот, что просто напомнить о том, что надо вдохнуть, выдохнуть. Самой себе просто об этом сказать, потому что ну, задерживаешь дыхание, напряжение становится еще больше, и получается, что еще хуже. Светлана, близкие есть, да, рядом. Да. Образование хорошее получено, с работой все сложилось. Да. Есть любимая работа, и есть куда в ней еще Да, развиваться. конечно. Спорт такой интересный, в котором вы развиваетесь и как спортсменка, и как функционер, двигатель этого спорта. О чем мечтаете? Если так вот более практично, скажем, да, то я, конечно, мечтаю, чтобы, чтобы людей было больше в секции, чтобы люди об этом узнавали, приходили, пробовали. Вот. А если не практично, если для себя? Хочется быть полезной, все равно хочется как-то доносить, рассказывать, делиться. Потому что я знаю, что родителям детей с ДЦП очень не хватает информации от взрослых, от того, как это. Да, там информации с той стороны барьера, что могут чувствовать их дети. Ну, потому что как бы мы-то это уже прошли. Хочется создавать действительно какое-то вот пространство в рамках там вот этого мечевого боя, да, какое-то пространство, где инвалидность, в общем-то, будет не важна, и где не будут оценивать поэтому. Все равно стереотипов очень много, и хочется, чтобы с моей помощью в том числе их становилось меньше. Сколько вам сейчас лет? 31. Что бы вы в 31 сказали себе 18-летней? Используй возможности и меньше бойся. Твои страхи очень часто надуманы. Но если у тебя в целом есть возможность куда-то поехать, с кем-то познакомиться, попробовать что-то, не знаю, там, спорт, творчество, что угодно, как бы новое, пробуй, смотри, действуй. Это первое. И второе, меньше думай, больше действуй. Обдумать, конечно, нужно, да, там, прикинуть, что и как, но зависать в этом моменте не стоит. Оно мешает. Чем дольше зависаешь, тем меньше ты готов уже решиться и действовать. Поэтому просто я сейчас понимаю, оглядываясь назад, что я довольно много возможностей я уже упустила. Назад уже ничего там, да, не вернешь. Как вот. Можно просто только сделать выводы и сейчас больше действовать, больше быть активной.